Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые и подробные обзоры и долгие стримы. Сегодня я расскажу вам о смартфоне, которое ждало, наверное, половины моей аудитории. Что это такое и с чем это едят? iQOO 12. Vivo iQOO 12. Почему он настолько интересен публике? Почему он обогнал в Китае по продажам OnePlus? Об этом я раза 3 вам вспомню. И что в нем такого интересного? Почему это топ за свои деньги? Разумеется, здесь 144 Гц экран. Разумеется, здесь помимо этого еще и никаких закруглений. Это не водопад, что является огромным плюсом. Металлическая рамка, стеклянная тыльная часть, хорошая сборка, неплохая съемка. Притом на основной модуль возможно снимать в 8К. Ну и, разумеется, 4К 60 FPS. Для вас я, само собой, сравню эти камеры в ролике с iPhone 15 без всяких дорисовок. Вот что есть, то вы и увидите. Исходники еще раз можете скачать в моей личной телеге. Если говорить про этот смартфон, это лучший смартфон на сегодня на Snapdragon Gen 3. Может быть, не по автономности, но по стабильности работы это точно. Первично, когда вы, возможно, смотрели обзоры у зарубежных блогеров на эти аппараты, они сильно грелись. Но я вам скажу, что греется он все еще так же сильно. Единственное, вылетать он не вылетает из всяких 3D-марков. Если говорить про какие-то другие особенности, в играх он нереально крутой. Пользоваться им нереально кайфово. У него плотность пикселей практически как у топовых читалок 450 ppi. И это, скажем, близко очень к флагманскому уровню. Фактически это флагманский уровень. Еще учитывая, что здесь LTPO-шный экран от 1 Гц. Это прям вау. Если говорить о внутреннем железе, помимо этого, разумеется, Snapdragon Gen 3, самый последний, оперативная память, Bluetooth, последняя 5.4. В Storage тесте Antutu он выбивает космические 180 тысяч баллов, и это очень хорошо. И единственное, к чему у меня к нему претензия сегодня, это слегка внешний вид. Мне он не особо сильно нравится, хотя в целом неплох. Коллаба с BMW зачет, а вот блок камер с другой стороны, он ни на что не похож. Поэтому смотрим, обязательно подписываемся на канал с колоколом, пишем, чтобы я делал обзоры на подобные девайсы. Оцениваем для себя сами. Распаковка. Поставляется этот смартфон в упаковке из плотного хорошего картона. Упаковка отличная. В комплекте мы имеем краткое руководство, ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой с хорошей достаточной а-ля фобкой. Силиконовый чехол, прозрачный, простой, чуть-чуть проще, чем в 12 Pro. Блок питания с китайской вилкой на 120 Вт и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Габариты устройства 163 на 75 на 9 мм, а вес 204 грамма. Розыгрыши моря читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем огромное спасибо за просмотр заранее. И перейдем к смартфону. Продается 12 в черной, красной и белой расцветке. Коллаб с BMW. Дизайн от старшей модели практически ничем не отличается. Как я уже говорил в обзоре на Pro-версию, внешне смартфон мне нравится. Но подобный блок камер с сильно закругленными углами, это, мягко скажем, на любителя. Прошлые их модели мне по дизайну больше импонировали. Собран смартфон хорошо, материалы из которых он выполнен тактильно приятные, тыльная часть стекло, а рамка выполнена из алюминия. Защита от влаги и пыли. Не стандарт IP68, а только IP64, и, соответственно, я его не топил, потому что, ладно, по IP65 бы было хотя бы, но здесь совсем все скромно. Смартфон использует технологию для улучшения касания, даже если на экран попала вода. Грани закругленные, в руке смартфон лежит удобно. Одной рукой пользоваться смартфоном в целом удобно. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, за что отдельно жирный минус. Есть ИК-порт, микрофоны, а по звуку нам предоставили 2 основных динамика и 1 разговорный. Звучание качественное, и персонализировать его под свои предпочтения возможность есть. Крышка при проигрывании музыки не ходит ходуном. Стандартные кодеки в наличии, что хорошо, их даже больше. К слову, Bluetooth чип установлен в версии 5.4. Вибромотор линейный по оси X, тактильно очень приятный и ближе к топовым. Вибромотор у OnePlus, как по мне, до сих пор лучший, но они плюс-минус уже близки. Кому-то, может быть, даже этот больше понравится. Настроить силу вибрации в iQOO 12 можно, как и настроить тактильный отклик. А для игр есть 4D вибрация, но на данный момент она актуальна только для определенных китайских игр, и я не думаю, что кто-то в России играет в них. Хотя вполне возможно. Из современных только
PUBG из наших. Смартфон оснащен LTPO AMOLED дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей с частотой обновления экрана в 144 Гц, которую вы практически нигде не увидите, только в китайских каких-то приложениях. Экран прямой, рамки симметричные, но подбородок есть, хоть и не громадный. Плотность пикселей с запасом в 452 ppi, пиковая яркость в режиме HDR 3000 нит, по моим замерам экран выдает 900 люксов на 100% яркости, это очень даже хорошо. Яркости экрану достаточно, но помним, что в тех же условиях, допустим, iPhone 15 1100 люксов легко выдает. В солнечный день пользоваться смартом можно без проблем. Тест на частоту дискретизации касания выдал не лучший результат, но и неплохой. В играх сенсорный отклик мне очень понравился. Мультитач на борту на 10 касаний откликается без проблем и быстро. Частота регулировки шима 1440 Гц. Показатели шима больше, чем у версии 12 Pro, они почти до 20% иногда поднимаются. Сами все видите, не супер волшебно, но и неплохо. Полноценный АОТ в наличии, ко всему он использует новую технологию с низким энергопотреблением и минимальной частотой обновления в 1 Гц. Разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает быстро, шустро. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца нельзя, за что отдельный плюс. Он немного низко расположен, и по мнению OnePlus это дешевое решение, но с другой стороны работает он хорошо и быстро. Распознавание лица срабатывает даже под углом, притом можно внести биометрические данные двух лиц. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,3 ГГц, графический процессор Adreno 750, плюс установлен чип Q1, отвечающий за более плавную отрисовку кадров и интерполяцию разрешения, опять же не во всех играх. По приросту мы имеем для процессора 30% лучше производительность, на 20% лучше энергоэффективность и на 10% общая экономия электроэнергии, а для графического процессора выше на 25% производительность, а также на 25% энергоэффективность. Интерфейс Origin OS 4 на базе Android 14 версии, разумеется, все будет обновляться, русский язык в стоке есть, шрифт можно поменять, а работа оповещений в принципе настраивается. Но при каждом обновлении нужно будет что-то там подстраивать, опять же, если обнова будет глобальной. Оперативная память LPDDR5X на 12 или 16 гигабайт, внутренняя память UFS 4.0, на выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Все бенды на борту, и 7 и 20 бенд для 4G имеется. Нет, разумеется, поддержки eSIM, потому что это не глобальная версия, если будет когда-то глобальная, eSIM будет. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, проблем с датчиком приближения у меня не было. Запись разговора на борту без уведомления о начале записи, так как это, повторяюсь, китайская версия смарта. NFC смарт поддерживает, устанавливаем MirPay и оплачиваем, GPS-тест показывает стандартную точность до 3 метров. И далее, емкость аккумулятора 5000 мАч, в Work Performance он выдал 13980 баллов. Как вы поняли, уже смарт поддерживает зарядку до 120 Вт, но беспроводной и реверсивной зарядки здесь нет. От 0 до сотки в среднем заряжается за 34-36 минут. За час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости у меня улетает космические 6% заряда. Как-то много. За 1 час с одновременным стримингом на Твиче уходит в среднем 30% заряда. Это прям очень много, но с другой стороны яркость смартфон не сбрасывает. Стрим он вел довольно неплохо, хотя и сбросил разрешение стрима. Но FPS держал, мой тест он прошел великолепно. Запись стрима можете посмотреть на лайв-канале. Перейдем же к тестам. Вот их и он проходит не супер волшебно, но тротлинг тест на 100 потоках при 60 минутах выдал 453 гипса максимум, 377 гипсов в среднем и 346 гипсов минимально. А при прогонке на 100 потоках при 36 минутах он выдал 470 гипсов максимум, 319 гипсов в среднем и 218 гипсов минимально. В Geekbench 6 в синглкоре 2260, в мультикоре 6974, в GPU скоре 14124, в 3D Mark Wildlife и Slingshot Extreme Slingshot по максимуму. Solar Bay Stress Test 8626, Solar Bay 8636, Wildlife Extreme 5193, Wildlife Extreme Stress Test 5096. 3D Mark смартфон прошел без морозилки, но вот стресс-тест Antutu смарт чуть не убил. В Antutu он спокойно выдает 2 миллиона попугаев, Storage Test показывает приличные 180 тысяч, но не максимальные, видала я и побольше. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двойной LED вспышки. Основной сенсор OmniVision OV50H на 50 мегапикселей с апертурой 1.7 и оптическая стабилизация, телеобъектив OmniVision OV64B на 64 мегапикселя с апертурой 2.6, трехкратный оптический зум и 100-кратный цифровой, сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов. Запись видео доступна 8К 30 FPS, 4К 60 FPS и ниже, а для сверхширика 4К 60 FPS. Есть несколько режимов стабилизации видео,
HDR-съемка, режим микрофильмы и не только. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей совсем уж плохенький, находится по центру верхней части экрана в вырезе, но вырез визуально кажется больше значительно, чем у iQOO 12 Pro. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. Конечно, это дело расстраивает, но также дела обстоят и в Pro-версии. Короткие примеры вы сейчас увидите, и напоминаю, что я ни фото, ни видео не крашу, никакие пресеты не использую. То есть как на смартфоне видео будет выглядеть, так же оно выглядит, если вы занимаетесь монтажом. В премьере ничего красить не надо, и также вы видите на YouTube. Если есть какие-то искажения, то они минимальны. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что люди в комментариях стали спрашивать. Кто-то стал красить, по сути, и поэтому они стали спрашивать, крашу ли я. Нет. И исходники такие же, как вы видите сейчас на YouTube, у меня в телеграм-канале личном. Можете скачать и посмотреть. Камера здесь не супер феерично, фантасмагоричная, но неплохая. 4К 60 FPS, iPhone 15 против iQOO 12, iQOO 12 Pro, напоминаю, я уже обозревал. И вот так в движении вы сможете его снимать, на него снимать. Относительно эффективно и относительно эффектно. Модули основные на iQOO, на ультраширик нельзя перейти, на Xiaomi, на яблоке можно, на яблоке максимум X6, на iQOO максимум X5 зума. И вот сейчас вы видите две фронталки у iQOO 12 и в iPhone 15. Но сравнивать как минимум неприлично. Почему? Потому что в iQOO 12 1080p 30 fps максимальное разрешение, на iPhone 4К 60 fps. И вот так вы примерно сможете снимать, если захотите. Сравнений мало не бывает. 4К 60 fps, стою на месте, веду максимально плавно, смотрите сами за искажениями, динамическим диапазоном, игрой света, перепадами. Но я вам могу сказать, что у iQOO, разумеется, она пошустрее происходит. И пока это без усиления голоса у iQOO, сейчас 34, включаю усиление голоса у iQOO и еще один почетный круг. Но свет прыгает, конечно, посерьезнее на iQOO. И цвета поправильнее на яблоке. Хотя со светом посмотрите, как работает с лампами iQOO, вот теми дальними. Но мне повезло, что смарт мы можем в этих условиях сравнить 4К 60 fps. Фейерверки. Так, только на iPhone 4К 60 fps, а здесь 4К 30 fps. Вот сейчас сравниваем 4К 60 fps iPhone с iQOO. iQOO на ультраширик не может заходить. И вот так. Фейерверки не будут записывать. Ну и максимальное разрешение на фронталку iQOO HD 30. Full HD 1080p 30 fps. Я, соответственно, не стал его мучить и сравниваю также на яблоке 1080p 30 fps. Вот теперь на яблоке 4К 60 fps, а на iQOO 1080p 30 fps, потому что это максимум для iQOO. И вот так вы сможете себя снимать ночью. В принципе, этого достаточно для примера. Так, ну что, стоит автовыбор частоты на обоих устройствах. И напоминаю, что в отличие от многих блогеров, кто красит и использует цветокор, опять же в сравнениях, чтобы вам было приятнее смотреть, или каким-то образом пресеты, я этого не делаю. Так что помним, что если вам хочется что-то более приятное глазу, то смотрим другие сравнения. Если хочется самим позаморачиваться, скачивайте исходники у меня или еще у кого-то. Но если хотите увидеть, как оно реально, вот так, к сожалению или к счастью. Но напоминаю, что iQOO это все-таки не про съемку, это раз. И два, почему он всем нравился, в первую очередь из-за цены. То есть до 50 тысяч рублей с прямым экраном на этом процессоре из А-эшелона, ну ничего нет. Поэтому они по продажам и обгоняют OnePlus, что я миллиард раз скажу за ролик. И иксы ради интереса X2 и X5. И
абсолютно ненужная кому-то информация, но если вы до нее досмотрели, значит она все-таки вам нужна. Да, разница большая. Еще немного 4К 60 FPS в магазине. Максимально плавно стараемся с вами оценить. Умножаем на 3. Вот так. Ну и 4К 30 FPS, съемка с двух рук, медленная, плавно. iPhone 15 против iPhone 12, основной модуль. И вот так вы сможете снимать уже практически ночью. Без усиления микрофона. И вот сейчас у iQOO усиление микрофона. Ну, разница, конечно же, есть, особенно шумы. Но такая ли она большая, решать, конечно же, вам. По мне, не такая большая. Ну и, разумеется, немного анализа фотографий. Смотрите, ISO 1206, апертура 1.7, iQOO 12 у нас справа, и слева у нас стандартный iPhone 15, апертура 1.6 и ISO 500. Что по цветам? В первую очередь хочу отметить, что цвета у яблока правильные. Во вторую очередь, все я, разумеется, протирал, но дымка на одном из устройств видна очень даже отчетливо. Это iQOO. И многие мне могут написать, что у кого-то съемка была лучше из, опять же, блогеров. Но повторяюсь, что первое, вполне возможно, они что-то там подсветили, что надо, а во вторую мы помним, что лучше сравнивать все-таки китайские девайсы, допустим, хотя бы с Samsung'ами, с корейцами, потому что китайские с китайскими сравнивать, ну, плюс-минус то же самое и получится. С другой стороны, вот здесь, допустим, по шумам, я даже не знаю, больше, наверное, шумов у iQOO. Это не камерафон, но сравнить мы обязаны, да? Здесь также iQOO 12 справа и слева у меня iPhone 15. Но здесь, заметьте, если смотреть на фотографию издали, не важно, что там с цветом чуть-чуть не так угадал iQOO, и не важно, насколько у него убогая фронталка. Да, при приближении мы видим, что у яблок то ли рука дернулась, но не факт, что рука дернулась. Плохая фотография у iQOO, учитывая его физические возможности, хороший, и я бы выбрал здесь, если по деталям, понятно, яблоко, но в целом мне фотография больше импонирует на iQOO. Почему? Потому что чем меньше деталей, тем моложе ты выглядишь, правильно? Если говорить про какие-то особенности, там, как нитку кто сфотографировал, как борода выглядит, то здесь, опять же, выигрывает iQOO. Вот она, магия фотографии. Если с руки делать, по большому счету, где меньше дернулось, там и лучше, вне зависимости от разрешения. Вот у нас фотография в помещении. ISO 100, апертура 1.6 у яблока, и у iQOO ISO 277, апертура 1.7. И что здесь хочется сказать? Хочется сказать, что отработали оба девайса довольно неплохо, с одной стороны. С другой стороны, это опять же на первый взгляд. Потому что если мы начнем увеличивать, то мы увидим, что в принципе я бы даже здесь предпочтение отдал iQOO. Хотя, может быть, и по работе со светом оно где-то местами проигрывает, и где-то, может быть, по цветам проигрывает. Ощущение от фотографии приятнее, по мне, у iQOO. Но с цветами, конечно, да. С цветами очень много ошибок. Ну ладно. В целом, повторяюсь, что все эти фотографии скачиваем с исходников и рассматриваем до упора, потому что сейчас уровень смартфонов уже выше $400, они снимают на основной модуль прям волшебно все. Главное, чтобы руки прямые были, можно уже искать где-нибудь тени и пытаться рассуждать, что вот здесь алгоритмы лучше отработали, здесь хуже, и здесь, ну это, согласитесь, такое себе. Ну и закончить все это я бы хотел фотографии только на iQOO. Почему? Потому что, чтобы оценить, насколько вам близок или не близок девайс и как он фотографирует, нужно, повторяюсь, скачать исходники и для себя решать. Вот я хотел елку сфотографировать красиво. И задержка вроде бы 1 к 20, и апертура 2, и ISO 299. И все это, разумеется, всегда в автомате. Но получилась какая-то лабутень. Если вырезать, ну,
остановился, сфокусировался и сфотографировал. Ну вот так оно получилось. И это скопище режимов в андроиде, где у тебя ночная съемка, моментальная съемка, помимо этого еще портреты, все отдельно. Понятно, портрет на яблоке тоже отдельно есть, но ночная, моментальная, обычная съемка, еще и съемка в высоком разрешении, это, конечно, дичь. Когда они сделают все в автомате, как в яблоке, и сделают отдельные функции для каких-то особенностей. Короче, процессор позволяет проводить чертову тучу вычислений и определять, что ему нужно выставить по экспозиции, где, куда и как работать с динамическим диапазоном и все остальное. Вот это ужасная фотография, хотя хотелось хорошую. И все говорит об этом. Если вы хотите фотографии хорошие, нужно делать их много, нужно проверять, и неважно, какой у вас смартфон на андроиде. По мне, неудачные фотографии бывают у всего. А вот это возможности X100 днем. То есть вот это ультраширик, где я стоял. Видите толпу здесь? Это X3, а это X100. То есть вот сейчас мы уже можем с такого расстояния, без кропа, за счет ИИ получать в принципе адекватное изображение. И это очень круто. И IQ это тоже может. Мало примеров не бывает, как говорится. Но опять же мы помним, что здесь у нас супер-ультра-гипер скромная фронталка в 1080p 30 fps. И чему стоит радоваться, что в этом качестве, даже без улучшалок, вы все равно будете выглядеть лучше, чем на самом деле. Так что это такая автоматическая улучшалка видео. А с другой стороны, если вот так встать и попытаться что-то там поснимать, может быть что-то и получится. Ну, будем объективны. Что большинству фронталки нужны только, чтобы поговорить по видеосвязи, а для этого смотрим, как он записывает кружки в Телеграме. Примеров море. Смарт классный, IQ люблю, но дизайн мне этот я раз 500 буду за ролик напоминать, не зашел. Хотя он отличается от всех остальных. Но прошлые айкушки были повеселее, по мне. Я так много сушеных морепродуктов никогда не видел. 4К 60 FPS. И это все креветки, кальмары, все понятно, куда может быть использовано. Лучше чипсов. Я даже не знаю, что это такое. Перед тем, чтобы есть, надо узнать, что это. И основа 4К 60 FPS. Вот так, если не напрягаясь с одной руки снимать, в движении, не особо ускоряясь, не особо замедляясь. С небольшими, конечно, вибрациями. В целом будет картинка примерно такой. И ультраширик 4К 60 FPS. Тоже не особо напрягаясь. Смартфон вывозит. Ну, вообще здесь основная, конечно, беда с, получается, фронталкой. Но вот смотрите, будет он переходить на основу или нет? Не будет. X1,5. Не уходит он на основу в 4К. А вот 4К 30 FPS он может уходить с основы на ультраширик и на телевик. Все как у всех. Смотрим в какой момент. В 2,7 где-то. Стоп. Ну ладно, разберемся. Съемка у дороги. Максимально громко. Иксы. Как мне сказали, да достаточно вообще 15 секунд сейчас телевик, чтобы все понять. Как же вы досмотрели до этого момента, если вам достаточно 15 секунд. И также все понятно. Так, и уходим обратно. С телевика сейчас будет основа, чуть-чуть поменялся цвет. И ультраширик. 4К 30 FPS. 4К 60 FPS в ТЦ. Медленно, но верно. Съемка с одной руки. Очень даже неплохо для основного модуля. Телевик и... Нет, что-то как-то не перешел на телевик, кстати. Получается, он с основного модуля и не уходит 4К 60 FPS. Нет предела фудблогингу, да? Вот такие вкусняхи сможете снимать на камеру только... А вот автофокус беда. Не хочет он, видите, акцентировать внимание. Если я сам фокус поставлю, то тоже какая-то беда. Не понимаю я. Не нравится ему. Наверное, ближе надо. 4К 60 FPS. Детский игровой центр.
И вот да, вы слышите, какой здесь расколбас. Тоже стандартный тест аэрохоккеем. И вот так вы сможете играть в аэрохоккей. Кому хватит 15 секунд, я думаю, уже хватило. И еще один аэрохоккей. Вот так. И с одной руки много съемки в магазине. Всем, кто думает, что когда я это дело снимаю, это какая-то тюрьма или какой-то гетто. Это, в общем, дом, ему 30 лет. Он монолитный и вот так вот выглядит. Да, камера, конечно. Конечно, камера. На ультраширик нельзя приходить, конечно. И вот так не успел я снять полностью фейерверк. Печаль. О, нет, пошел. Ну что, теперь 4К 30 FPS фейерверки. Можете сравнить, как яблоко снимало. Ну, очень-таки неплохо. То же самое на ультраширик. 4К 30 FPS. X1, X2, X3, X5, X6, X7. Ультраширик. И 4К 60 FPS, съемка против солнца. Вот так сможете снимать солнечные виды. И X6, как мы помним, максимум. X5. Фронталка у пляжа в шлеме. Вот так сможете себя снимать. Усиление голоса. Роллинг шаттер. 4К 60 FPS. Минусы большого байка. Очумеешь разворачиваться на подобных улицах. Опять же, если еще по левую сторону расположено большое количество приваркованных девайсов, вот так примерно вы сможете снимать с одной руки в движении на iQOO 12 4К 60 FPS. Технически это тест нового года. iQOO 12 4К 60 FPS. Фронталка. Довольно неприятные условия. 4К. Без автоподстройки частоты кадров. И ультраширик. Надо отключать. Вот так основа. Пример съемки 4К 60 FPS. И FPS не получается залочено. Вот так вы сможете снимать на iQOO 12. Вот это дело, согласитесь, выглядит прям эпично. Прям эпично. Так, ну здесь слабонервным не смотреть. Но вот те, кто любит фудблогинг, они будут в нирване. Потому что здесь у нас много всего. Только вот креветки кончились. Ха. Ха. И еще раз ха. А так снимать есть что. Притом усиленно. И вот такая вот бутылочка Кока-Кола. Стеклянная при этом. Как вам автофокус? Рулит, айкушкочка. Продолжение. Не, ну круто снимает же. Ну ведь круто же. Теперь понятно, почему их больше, чем OnePlus продают. Вы ощущаете? То есть картинка дышит, но только сейчас он фокус потерял. Опять же, потому что я пар сместил рукой. И так он молодец. Мясо. Кратко, я не остался без креветок. Методом объяснений, что они должны быть, мне их дали.
Минусы: старый порт Type-C, фронтальная камера ужасна, нет поддержки беспроводной зарядки и нет защиты от влаги стандартов флагманов. Вот и все. На этом мои претензии заканчиваются. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она нереально радует, по этой как раз причине, наверное, iQOO обгоняют по продажам OnePlus в последнем квартале 2023 года, потому что очень крутые смартфоны за очень вменяемый ценник. На глобалке их пока нет, не факт, что они будут, но все, что нам надо от них, мы имеем. Все бенды, неплохие камеры, стабильность лучшая. К слову, это яркий пример того, что смартфон, в принципе, даже на Gen 3 может быть стабильным, потому что тот же Meizu 21, который терял звук, Red Magic 9 Pro Plus, который я тестировал также на лайве, даже в PUBG проявили себя очень плохо. А iQOO-шечка спокойно все отработало. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто. Смотрите, этот смартфон не про топовую фотографию. Мне многие пишут, что вот у кого-то фотки лучше, у кого-то видео. Ну, может быть. Прямым текстом он неплохо снимает. Он снимает хорошо. Просто это не флагманский уровень. Фронталка здесь уровень дна. Это прямым текстом. Если вас не интересует камера, отлично. Если вас интересуют игры, это супер крутой девайс. Почему? Да, он съел 30% заряда за 1 час в PUBG, я потом гонял, иногда даже он и 32 съедает. Но он стабилен, он не перегревается, держит 90 FPS и играть в него реально кайфово. По поводу использования. Ну а что вы хотите? У него здесь русский язык есть, гуглы есть, бенды есть, рамки практически симметричные, никаких вам нету этих водопадов, чтобы неудобно было печатать. Он не тяжелый, но и не легкий, приятная развесовка. И если бы не дизайн, я прям на 1000000% кричал бы, что стоит бежать. Да, у меня иногда проскакивают ошибки при работе сканера отпечатков пальцев. И это не часто происходит, но сейчас он разблокируется по лицу. Но такое бывает. То есть к нему надо привыкать, и не факт, что вы к нему привыкнете, и не факт, что они его доработают. Вот сейчас, допустим, видите, была ошибка у него, и вроде бы какой-то период времени он работал у меня без нареканий, пока я делал обзор, он начал глючить. Магия электронов. Если говорить про какие-то другие особенности, звук у него хороший, вибро нереально крутое, прям приятное. И в целом, если брать в сумме, то это очень-очень близкий к флагманам субфлагман. Почему это не флагман? Мы не будем смотреть только на процессор, правда? У него нет защиты от влаги, у него убогая фронталка, у него древний Type-C-шник, и недостатков в принципе хватает. Но в сумме девайс очень даже достойный. Напоминаю всем, кто спрашивает про оповещалки и все остальное, как будут работать оповещения. Я не буду вам показывать, что здесь, допустим, Type-C-шник не по центру. Меня это немного нервирует. Но буду вам рассказывать 1000 раз, что когда вы покупаете китайский девайс, обязательно смотрите форумы. Особенно по поводу оповещений. Потому что, скорее всего, вам придется iQOO-шки этим грешат, как и любой другой китайский аппарат, что при каждом крупном обновлении настраивать все заново. Скорее всего, все будет приходить. Но это при любом раскладе головная боль. Это не глобалка. Выйдет ли глобалка? Очень сильно сомневаюсь. Девайсу от меня однозначное бесконечное да, потому что вот таким и должен быть китайский аппарат. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.